Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие близнецы. Второй прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, что нам хотят подсказать карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но если мы добавим свою интуицию, переложим где-то на нашу ситуацию, что у вас сейчас наиболее активно в жизни проигрывается, то тогда метафорические карты, я думаю, нам все равно образы карт дадут какой-то инсайт. Ну, или, я надеюсь, мы проведем приятно с вами вместе время. Давайте узнаем. И первая карта – важное событие на неделе. Или это, может быть, касается, что-то наиболее, какой-то сферы жизни, которая наиболее активно проигрывается. Как видят одним словом карты. Для вашего знака зодиака эту неделю. Что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Возможное. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? Достанем карту «Что от меня скрыто». В первую очередь, конечно, что мы сами можем не заметить где-то, не придать значения. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес посмотрим. Что у нас по финансам? Личная жизнь. Что важно знать? Вы как на развилке судьбы. Двойка жезлов, определенно есть какой-то вопрос, который, вот так вот, двойственность содержит. Или какая-то ситуация, может быть, в вашей жизни, которая не решена полностью. Или есть какая-то в другом вопросе, в любом, что-то, может быть, одно конкретное, где вы хотели бы ясности, а ее пока на данный момент не имеете. Может быть, как раз вы этим вопросом будете заниматься. У кого-то это информация, которая к вам придет, и она тоже не содержит какой-то конкретики однозначной. И тогда вполне вероятно вы будете искать, как-то пытаться разбираться с этим. Но я бы сказала, скорее всего, по этой карте это вы сами, близнецы. С чем-то вы не можете определиться. Или обстановка на вас влияет таким образом, что я словно должен двигаться в двух направлениях. Или один есть какой-то вопрос, и я не могу его оставить без внимания. И есть еще одно направление, и это тоже для меня важно. Может быть, два каких-то аспекта вашей жизни, которым придется уделять внимание где-то наравне. Чего не избежать? Карта императрица. Вообще, по карте императрицы, когда сбываются наши мечты. Тогда, когда мы счастливы, рады, либо это происходит какое-то событие, и абсолютно в любой сфере. Потому что императрица здесь как новые планы, начинания какие-то. Может быть, правда, это вы вот на развилке стоите судьбы, вам нужно с чем-то однозначно, может быть, да, нет, или самому себе хотя бы сказать, что дальше, куда я иду, каким путем, да. Но по карте императрица это может быть еще, все же это статусная карта и карта власти. Где-то это может быть человек, может быть ваш супруг, супруга, и неважно, что у нас императрица выпадает. Именно мы к карте-то по полу не привязываемся. Поэтому это могут быть ваша личная жизнь или ваша семейная жизнь, чаще тут уже статус. Значит, это где-то, к примеру, если ваши отношения уже сложились в паре, но вы еще пока не оформили их, вполне вероятно, вы будете обсуждать этот вопрос. У кого-то это вопрос получения новой должности, такое тоже может проиграться. Или расширение вашего бизнеса, или чем вы вот занимаетесь. Как будто мы не избежим все равно смены статуса. У кого-то это может совпасть, смена статуса и развод, а у кого-то может быть женитьба, свадьба, все что угодно. Но если мы говорим, чего не избежать, благополучия в целом,
каков бы ни был ваш на повестке дня поставленный вопрос или есть словно развилка судьбы, но мы все равно с этим определимся, и нас ожидает благополучие, изобилие, процветание, решение всех вопросов в нашу пользу. Чему сейчас не время? Еще один старший аркан. Знаете, мои дорогие близнецы, два старших аркана, причем таких добрых, хороших. И хотим мы или нет, может быть, а особенно по карте умеренность, какой-то вопрос мы не можем быстро решить. Может быть, из-за этого нам показан человек, двойка жезлов, словно остановился и ожидает чего-то. Или не может с чем-то определиться. Может быть, обстановка или вот ваше решение зависит от кого-то или от чего-то, от выполнения каких-то действий или, может быть, решения какого-то вопроса, получения документов или еще от какого-то другого обстоятельства, но тем не менее именно извне на нас определенно что-то влияет. Нам приходится это учитывать. Не все тут вот именно так, как мы бы хотели. И вот, наверное, где-то одна маленькая ложка дегтя, то, что есть в чем-то вот эта вот такая развилка словно судьбы. Но по аркану умеренности, если мы говорим, что она может помешать, вы хотите, скорее всего, с чем-то быстрее либо закончить, либо, ну, что-то вы себе уже запланировали, а здесь может быть словно, ну, такая растяжка по времени. Умеренность – это гармония, это, по сути, нам ничего не мешает, ведь это душевный баланс, это какие-то радости, это когда эмоционально у нас все хорошо, да рядом с арканом императрица дважды, трижды все хорошо. Единственное, может быть, вам драйва хочется, кому-то так проиграется, а тут все так вот немножко как-то в замедленном варианте каком-то идет, и вам может казаться, что ну почему же какой-то вопрос не решился, у кого-то может быть и так. Хотя нам дважды сказали, у тебя решится все в свое время. Вот тут мы на что-то не влияем, на что-то мы можем повлиять, но есть и то, что не в нашей как будто власти, и это тоже надо принять. Что нам будет помогать? Тройка пентаклей. Когда мы нацелены на успех, когда мы нацелены осуществить свой план, когда мы узнаем информацию, ведь эта карта, по сути, сдачи экзамена. Может быть, это у вас проверка такая на выносливость, на где-то спокойное восприятие того, как раз чего мы не в силах изменить. По этой карте нам уже тоже предполагают смена статуса, кстати, потому что мы словно проходим этот жизненный экзамен. Сама по себе карта является картой прогресса, потому что у кого-то проиграется новая работа или новая должность, или я сейчас учусь или собираюсь учиться, а в последующем приложу эти знания уже на практику, потому что именно карта и говорит о том, что мы сейчас как будто проходим один этап, а потом будет рост. И рост, как предполагается у нас все-таки пентакли, значит и финансовый. И если мы говорим, мы что-то учим, у кого-то банально, я учу языки, но значит в последующем вы и языки как-то приложите к своей профессиональной, предположим, деятельности или какой-то деятельности, и это вам будет означать увеличение вашего заработка, допустим, да, или какие-то новые еще возможности. Есть всегда плюс от того, что мы делаем. Мы не просто так, ради интереса и вдохновения, хотя это присутствует по всем картам тоже. Но нет, есть материальный какой-то аспект, когда мы еще и для собственного блага что-то делаем. И это как раз нам помогает. То есть, опять же, все свершится в свое время и более того, словно тронется вот в этот самый рост, прогресс. Поэтому, если что-то задерживается, ну, не теряйте самообладание. Что от нас скрыто? Пятерка жезлов, знаете, может быть какая-то, или ее очень много, этой информации. Я называю эту карту информационный хаос, когда один говорит одно, другой говорит другое. Тут у нас 5 человек показано, и поэтому могут быть какие-то ненужные советы или какие-то гипотезы, допустим, решить тот или иной вопрос. Нам карта говорит, будь сторонним наблюдателем, потому что много будет лишней информации. Или на вас где-то могут так немножко наседать, чтобы вы с чем-то согласились, приняли какое-то решение, мнение.
или кому-то оказали услугу, здесь как раз это проигрывается, потому что у нас же как будто соревнования, да, как будто люди что-то друг другу пытаются доказать. Так вот, смысл в этой карте только один: будь сторонним наблюдателем. Стало быть, большинство из того, что нам будет либо предлагаться, либо приходить, либо с какими-то новостями, может быть, тоже приходить в нашу жизнь, оно не содержит какого-то рационального продолжения, понимаете? Поэтому с места в карьер срываться, чтобы хвататься за какую-то работу или куда-то срочно отправляться, как будто карта говорит, нет смысла, ты обдумай. Но карта предполагает, что мы как раз с этой информацией учимся работать или работаем. Вам учиться не надо, мои дорогие. Ваш Меркурий как раз вам в режиме многозадачности или в принципе в самом работы с информацией сложностей нет. Так вот здесь ее надо будет просто анализировать, потому что по этой карте иногда проигрывается, что мы случайно узнаем какую-то тайну. Вот то, что от нас кто-то скрывал, проболтается элементарно. Или как-то так обстоятельства могут сложиться, а у вас два старших аркана. И вот, кстати, если что-то задерживается, вполне вероятно, это, знаете, вам словно пространство может помогать. Мы ведь не знаем, да, какие планы у небесной канцелярии на нас. Так вот, может быть, плюс этой какой-то неспешности в том, что мы узнаем какие-то детали более подробно. Каким-то образом мы потом применим это на практике, и для нас это будет с большим плюсом или с большей прибылью, материальной прибылью. Или какой-то вопрос, значит, мы, ну, так себе в плюс сумеем решить. Поэтому, ну, наверное, где-то, если что-то так вот медленно продолжается, не горюйте, для вас это будет наоборот означать в последующем, ну, какой-то уверенный успех или уверенное решение вопроса. Определенно есть что-то в этом полезное. Дела, работа, бизнес. Десятка кубков, мои дорогие. Ну вот правда, тут что-то у вас очень хорошее на пороге стоит. Или на повестке дня, на повестке недели. Вообще карта радости, карта счастья, карта любви, карта взаимопонимания, какого-то итога. Значит, ну вот итог какой-то все равно он уже у вас вот-вот будет. Может быть, на неделе даже, да, но не в понедельник, а в пятницу, ну, к примеру. Нам вот карта говорит о том, что у тебя все получится. И то, что ты прикладывал какие-то усилия, у тебя все сейчас как раз хорошо. Тут надо радоваться жизни, быть счастливым. И любые вопросы, пусть к нам кубки показаны, да, тут нам про любовь, про чувства какие-то говорят, а у вас это выпадает на дела, работу, бизнес. Может быть, по семье что-то или дела в вашей паре какие-то вы будете обсуждать, у кого-то это недвижимости может касаться, ну или любых вопросов, которые связаны именно с нашим благополучием, безусловно. Но радует нас все на этой неделе. И если где-то даже, повторюсь, не так все быстро или не в том скоростном ритме, как нам бы хотелось, ну так это ж пустяки практически. Посмотрите, какие хорошие карты. Тут действительно словно в небесной канцелярии, мои дорогие близнецы, там что-то расписание поменялось, но по-своему составлено, но какой-то поворот определенно для вас намечается в жизни. Посмотрите, как. Финансы. Отшельник. По финансам никто не мешает. Но отшельник, он предполагает, вообще это дервиш. Деньги мы не тратим кардинально. Ну, на какие-то, может быть, радости и да, но больше мы думаем на перспективу. Видимо, не время тратить деньги на этой неделе. Я так могу расценить эту карту. Тут как будто что-то более важное может стоять у вас на кону, может быть попозже, даже если есть какие-то покупки. Но деньги-то будут, потому что у вас карта императрица. На неделе нет проблем финансовых, и не только на неделю, а тут наперед нам про прогресс. Но, видимо, если крупных каких-то трат с арканом отшельник, ну, точно надо повременить. А вообще по отшельнику никто вам и ничто не помешает осуществить какой-то финансовый проект. Я люблю эту карту за то, что нет помех, а мы сами очень прозорливые и внимательные. У отшельника ведь это мудрец, который распутывает, как Соломон, наверное, сложные вопросы, решает такие вот задачи, может быть, многоходовые какие-то. И у вас на финансы, значит,
конечный итог вас будет радовать. Может быть, и придется каким-то образом вот так вот неспешно, отшельник идет медленно, решать какой-то вопрос, в итоге все равно вы получите то, что вы хотите. Но если мы сказали, тайное может быть явным, да, по пятерке жезлов, кто-то проболтается, почему надо быть внимательному к информации. Посмотрите, у нас на карте как будто идет отшельник, я надеюсь, видно. И у него включился фонарь. А это прообраз нашей интуиции. И как раз загорается фонарь ровно в тот момент, когда необходимо. И отшельник видит, что на его пути расположилась змея. Поэтому вовремя какую-то информацию проанализировать определенно есть смысл. Не спешите. И тогда вот в этом, кто знает, ритме спокойном, вы как раз и узнаете то, что для вас, ну, наверное, или для кого-то дополнительной информации послужит, или даст вам подсказку, как решить тот или иной вопрос. Или, если мы говорили про двойку жезлов, как развилка какая-то, значит, вы будете уже наверняка тогда знать, как вам поступить или в каком направлении двигаться. В личной жизни праздник после победы. Ну, счастье, посмотрите, вот я бы сказала, тут все сферы жизни вашей сбалансированы, но есть какой-то вопрос, который вот еще не решен. И он не будет решен, сколько ни педалируй, мои дорогие близнецы, он не будет решен быстро. Как будто вы должны, может быть, правда, узнать что-то дополнительно, чтобы более рационально решать вопрос. Или с какого-то другого направления к нему подойти. Или в другие двери войти, чтобы подписать какой-то документ. Все ведь зависит от того, что у вас на кону стоит. Но тут все равно в любом случае нам говорят в семейной жизни или в личной жизни праздник после победы. И чего бы тут ни касалось, хоть это у нас и жезлы, личная жизнь не всегда про любовь. У кого-то это ваши амбиции, может быть бизнес, построение карьеры, такое тоже может быть. Может быть, две работы было, да, и я ходила и на одну, и на вторую. Уже больше я так не хочу. Мне нужно теперь определиться. И тоже, как будто вы сделаете правильный выбор. Новые возможности. Все от наших действий, решений будет зависеть. Но определенно те, кто уже что-то ранее делали или к чему-то вот вы стремились, не просто выжидали, все-таки у нас тут проактивность показывают, то тогда вы получаете свой заслуженный успех. Вас будет эта неделя определенно чем-то радовать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.